rushing in the ambulance. И его можно использовать даже на ходу, когда вы едете в карете скорой помощи. But the name is actually an acronym. На самом деле имя это акроним. And it stands for Lund University Cardiopulmonary Assist System. Переводится он как Лундский университет кардиосистема помощник. То есть помощник для сердечной системы Лундского университета. And today there are more than 25,000 machines out in the world. В мире сейчас таких машин используется более 25 тысяч. And every minute and a half there's a Lucas ongoing in the world someplace. Каждые 1,5 минуты в мире где-то используется этот аппарат и спасает жизни людей. That is also extremely rewarding for the scientists who are behind the basic science. Конечно же, это очень приятно, и мы гордимся как ученые разработкой такого аппарата. So here is a picture of the very first prototype constructed here by our engineers. Это картинка первого прототипа, который был разработан здесь нашими инженерами. And it was the first machine that actually saved the life of a patient in Lund University Hospital. И это был первый аппарат, который действительно спас жизнь пациента в Лундском университете. And here is the latest model of Lucas. It's now owned by Stryker. Ну а теперь вы видите самую последнюю версию модели Лукаса, которая сейчас выпускается компанией Stryker. And one of the key success factors for us at Igelese has always been the closeness between competences. Для нас очень важно в Игелесе всегда было взаимодействие ученых и областей научной работы. So our medical engineers, they work often in the same room as the surgeons. К примеру, наши медицинские инженеры работают в той же комнате, где и хирурги. And they learn day by day how to improve the technology. Соответственно, они каждый день учатся и усовершенствуют технологии. So from this picture, there's a short distance to this picture. От этой картинки есть очень фактически 2 шага до этой картинки. And you see where the scientists, doctors, they work every day together with our chefs in the kitchen. Как видите, наши ученые, наши доктора работают каждый день бок о бок с нашими поварами. And that leads me into the third research field, which is called preventive medicine. И это ведет нас к третьей теме наших исследований, которая получила название «Медицина предотвращения болезней». And preventive medicine includes, of course, diet, but it also includes exercise and sleep, stress management, motivation. Что сюда входит? Сюда, конечно же, входит питание, сюда входит физическая активность, разумеется, сюда также входит отсутствие стресса и социализация. Motivation is very, very important when you're dealing with severely sick patients. Разумеется, также важна и мотивация. Мы все это прекрасно знаем, особенно в борьбе с болезнями. And it's still a very common question for us, why are surgeons so interested in nutrition? Для нас все равно остается очень интересный вопрос. Почему же хирурги так заинтересованы диетологией? Best way for me to answer that question, I think, is to show you this picture. And this is a lung sick patient. Для меня лучшим вариантом для ответа будет показать вот эту картинку. На картинке вы видите пациента, который страдает заболеванием легких. And he has poor lungs, so it's difficult for him to breathe. У него очень слабые легкие, ему очень сложно дышать. The next step will be an oxygen mask. Следующий шаг будет маска кислородная. And then he will absolutely need a lung transplantation. А затем ему уже бесспорно понадобится трансплантация легких. You can see that this man is sitting in a chair and he's holding onto the chair like this. Вы видите, что он сидит на стуле, он опирается буквально всем своим весом на стул. And he's trying to breathe. Он старается дышать. With very much resistance. Очень много And сопротивления. this takes a lot of energy. Это, разумеется, занимает у него очень много энергии. So typically you start to burn your fat, and after that you burn your muscles. То есть, что происходит? Он сжигает свой жир сначала, а потом после жира уходят мышцы. And you become very weak. И вы становитесь очень слабы. So in this condition, we wanted 20 years ago to try to find some kind of improvement. Соответственно, для такого состояния 20 лет назад мы хотели найти какое-то решение. And we included a nutritionist into the team. И мы включили в нашу команду диетолога. And we started to work on a formulation for this patient group. И мы стали работать и разрабатывать формулу продукта для таких людей. The criteria was set so that it should be able to drink.
Критерием, один из важных критериев было, чтобы этот продукт был питьевым. because many are so weak that they can't even chew. Потому что многие настолько слабы, что жевать они даже We уже wanted не it to be as natural as possible Разумеется, мы хотели, чтобы продукт был натуральным, because there are so many medicines in this. потому что уже и так столько много лекарств, что куда уж больше. And we wanted it to contain, of course, very much nutrition. И мы хотели, чтобы продукт был максимально богат микро- и Yet макроэлементами. very little sugar. И при этом сократить количество сахара. And the reason for that in this case is that when we eat sugar, that is combusted into water and carbon dioxide. И почему мы хотели снизить количество сахара в продукте? Потому что когда мы потребляем сахар, он распадается на воду и углеводороды. So we breathe in oxygen and we breathe out water and carbon dioxide. Фактически мы вдыхаем кислород, выдыхаем что? Что выдыхаем? Углекислый газ. Углекислый газ, конечно. When you have weak lungs, it's very difficult to get rid of the carbon dioxide. На самом деле выдыхать углекислый газ, если у вас больные легкие, очень сложно. So if you eat a lot of sugar, it will be burned very fast, and then you have too much carbon dioxide. То есть, если вы съедаете слишком много сахара, он очень быстро превращается в углекислый газ, и вам просто еще сложнее выдыхать его. And then these patients, they can become unclear or even go into coma. И так, в таком случае пациент просто может попасть в кому. So we spent more than 10 years to develop a formulation. Нам потребовалось более 8 лет для того, чтобы разработать формулу продукта. And a lot of that work was done in this room. На самом деле, очень много работы по разработке продукта было сделано как раз в этой Using the комнате. blue chair you see behind Видите, you. синенький стульчик? That's where we could put often healthy test persons Туда мы, разумеется, помещали здоровых людей, and ask волонтеров, them to drink or eat something. и просили их пить или есть что-то. And then we should take out blood regularly every 50 minutes. И, разумеется, мы каждые 50 минут брали у них кровь для того, чтобы посмотреть, как изменяется уровень сахара в крови. And when we analyze the blood afterwards, it's possible for us to follow exactly what happens in the body. И, разумеется, анализ крови в таком случае позволяет нам получить полную, расширенную картину того, что происходило в организме человека. And we wanted, of course, to see low blood sugar. И, конечно же, нам было интересно, мы хотели увидеть низкий уровень сахара в крови. And when we were finished with the formulation, many test persons, they started to report some strange feedback. И после того, как мы завершили исследование, многие волонтеры, которые участвовали в тестировании, начали давать очень интересную обратную связь. They said they felt very satisfied Они чувствовали себя очень сытыми, and energetic and not so tired, много энергии, мало усталости, and the sugar cravings disappeared. и фактически им перестало хотеться сладкого. And some people who were slightly overweight, they started to lose weight also. А те, у кого были небольшие проблемы с весом, начали его терять. So a bit unexpected for us. Неожиданно для нас, на самом деле. And around this time, Robert of Jokknik came to Igелese for the first time. И приблизительно в это же время Роберт Афьёкник впервые приехал в Игелесу. And he came with a doctor friend, a professor in Malmö, И он приехал с профессором из Мальмо, с доктором. because they had heard about Lucas, and they were interested in that. Потому что они на самом деле услышали о Лукасе, они были заинтересованы именно в этом аппарате. But when they also learned about this research, there was something, I believe, in Robert that picked up that this could be interesting for Oriflame also. А когда они услышали об исследовании в рамках питания и диетологии, Роберт понял, что это может быть очень интересно в рамках компании Oriflame. And of course, I think you all know that it is the history of the development of the natural balance shake I was talking about here. Я думаю, что все вы знаете, что я рассказывала вам историю создания коктейля Natural Balance. So, then let me talk a little bit about education also. Давайте поговорим об обучении. When we are working with pioneering research, like we do here, it's very important to educate your colleagues. Когда мы работаем с инновационными исследованиями, разумеется, очень важно обучать наших коллег. But we also need to educate other parts of society. И при этом нам важно также обучать и других представителей общества. And this picture here is an example of that. This picture represents people from politics, И данные фотографии, которые вы видите на экране, отличный пример. Вы здесь видите политиков, medicine, медицину, technology, технологию, business, бизнес and fundraising. и, разумеется, благотворительность. Fundraising is very important. Благотворительность занимает большую и важную роль. Pictures down here are, this is Professor Arvid Carlson and Professor Alvin Roth
профессор Карлсон и профессор Рот на нижних фотографиях. Both are Nobel Prize winners. Они оба победители и получатели Нобелевской премии. And maybe you recognize Swedish Queen Silvia. Возможно, узнаете королеву Сильвию. And that picture represents the fact that we also need to do some PR activities. И все это свидетельствует о том, что нам тоже нужно заботиться о пиаре. To get focus on our research areas. Для того, чтобы привлечь внимание к нашим исследованиям. And of course, today we have Oriflame leaders. А сегодня у нас лидеры Oriflame. Also very important for us to help us to bring out our innovations in the world. Также вы играете огромную роль и несете наши разработки, наши инновации в мир. And now and then we get some very special guests here. People who require special security forces. И здесь у нас также были гости, как мы сегодня уже с утра слышали, которым нужна особая защита. And I took this picture of the living room with these guys with the machine guns. Я сделала эту фотографию буквально в гостиной. Народ с автоматами. Almost stumbled over the guns. Он практически споткнулся, попал оружие. And of course, this was the visit where Pope Francis. This was 2 years ago. И 2 года назад, как вы знаете, Папа Франциск посвящал Игелесу. These are some exclusive pictures that we only show to Эксклюзивные фотографии, которые мы только показываем посетителям. And I couldn't help to take this picture also. Не мог я себе отказать. Удовольствие сделать фотографию. And of course, Matt made all the food. Ну и, конечно же, Мэтт готовил. So enough about that. I would come to an end, and I will give you my response on the most commonly asked question that I get. На самом деле, я хотела бы подвести итог своей презентации, рассказав вам свою историю из личной жизни. Фактически она отвечает на вопрос, она дает ответ на вопрос, который я получаю очень часто, на самом деле. And it used to be